Привет всем творческим! Если вы занимаетесь вышивкой или созданием украшений, вам необходимо знать, как обрабатывать край изделия. Способов существует несколько, сегодня я покажу один из них. Этот способ называется американский способ обработки края. Итак, я вырезала два вот таких кусочка. Один кусочек это фетр, другой кусочек это искусственная кожа. Я вырезала в форме брюшка, так как я делаю в основном броши в виде насекомых. Заправила иголочку ниткой двойной, на конце сделала узелочек и начинаем обрабатывать край. Итак, я поворачиваю фетром к себе, то есть это брошь у нас на этом месте располагается. И завожу иголочку между двумя слоями и прячу хвостик. Вот таким образом. Теперь прокалываю весь бутерброд и делаю узелочек. Затягиваю ниточку. Все, нить мы закрепили. Далее будем работать с бисером. Набираю одну бисеринку на иголочку. Прокалываю в том же месте, где был первый прокол. Вывожу иголочку. И вот посмотрите, бисеринка встала вверх и вниз отверстием. Видите, как бы сбоку от нашего изделия. Мы вводим иголочку снизу вверх. Подтягиваем ниточку. Нить у нас выходит из верхнего отверстия. Вот таким образом. Смотрите, бисеринка встала ребром на край изделия. Набираем следующую бисеринку. Отступаем расстояние, равное одной бисеринке, примерно 1-2 мм. Прокалываем все слои. И опять заходим в бисеринку снизу вверх. Посмотрите, снизу вверх. Подтягиваем ниточку, и вторая бисеринка становится рядом с первой. Набираем следующую бисеринку и поступаем аналогичным образом. Расстояние между стежками должно быть одинаковым. Это придает более красивый и аккуратный вид изделию. Итак, подошли к завершению. У нас осталось вставить несколько бисеринок. Давайте продолжим. Последняя бисеринка осталась. Хорошо подтягиваем ниточку. Все, места у нас больше нет.
поэтому сейчас нам нужно соединить ряд начала и конец. Для этого мы вводим иголочку сверху вниз в первую бисеринку ряда, далее снизу вверх во вторую. И таким образом, петляя ниточку, мы закрепляем ее. Между бисеринками делаем узелочек. Так можно поступить 2-3 раза. Этого будет достаточно. Сделали узелок и далее продолжаем сверху вниз, следующую бисеринку снизу вверх. Теперь, чтобы спрятать ниточку, я ввожу иголочку в бисеринку и продолжаю вводить ее в изделие. То есть можно, чтобы иголочка вышла в любом месте. Ну, конечно, изнанку портить мы не будем. Стараюсь увести вовнутрь изделия, вывожу и ниточку обрезаю. Все, теперь точно нитка надежно спрятана, нигде не видно, и очень красивая изнанка у нас получилась. Надеюсь, это видео было полезным и понятным для вас. В следующих видео еще покажу, какие есть способы обработки края. Ну и на этом все. До новых встреч!